После такого количества стран, Италия, Панама, Белиз, Америка, Россия, ты бы какую страну выделил для себя, что вот она хороша для проживания и для развития? Россия. Россия. Россия, конечно. То есть Америка нет? 100%. Нет. А почему русские едут в Америку тогда? Я не знаю. Что там ищут? Я не знаю. Я не знаю, почему русские всегда говорят, что Америка лучше, чем Россия. Я не знаю, почему. Я жил в России, и я всегда сказал, Россия лучше, чем все страны. Всем привет, это Белиз, и мы встретились с Давидом. Сегодня он расскажет, чем он занимается в Белизе. Поехали. Давид, почему Белиз? Как ты здесь вообще оказался? Здравствуйте, Дима. Белиз, потому что я работаю в Министерстве иностранных дел в Панаме. Раньше я работал в России, я сказал тебе, 5 года я работал там, потом вернулся и работал в Министерстве 2 года. И потом президент, он решил, что я посол в Белиз. Не ты решил. Это не я, это президент. И, работаю. У меня есть 4 месяца здесь. И все хорошо. То есть ты уже 4 месяца здесь 4 работаешь? месяца, да. И как тебе сам Белиз вообще? Хорошо. Очень красивое место. Тебе все очень удобно, комфорт для меня, хорошо. Красивый. Я очень люблю. Нравится? Правда. И мне нравится. И недалеко в Панаме. Россия очень далеко. То есть ты до этого работал в России? Да. И там ты выучил русский? Я учил русский язык не как все студенты, потому что я работал в посольстве Панама, я дипломат, я был дипломат. Всегда я работал. Я учил 1 год в университете Руден. Ты учился в Рудене? Да, я сделал подготовительный факультет в Руден 1 год. Чисто для обучения языка? Да. И я только сделал этот курс, и все. То есть ты приехал в Россию на 1 год для обучения русского языка? Не, я пришел в Россию и работал. Да. Я этот курс сделал 1 год в университете и учил 1 год русский язык, а потом не учил ничего. Но ты был назначен сразу послом Панамы в России, Да. и параллельно ты учился в Рудене. Да. Вот. Да. И за год обучения, плюс работу, ты уже потянул свой русский язык. Работали и в университете, и... Хорошо. Да, Это половина и половина. И это какой год был? Ты в России был 2008? Ага, да. И скажи, пожалуйста, как тебе Россия? Россия, я очень люблю Россию, мне очень нравится. Да. Смотри, Белиз и Россия ты не можешь, это другая страна, да? Да. Россия очень красивая, место, это Европа. А ты бы остался жить в России? Да, конечно. Это Европа, ты можешь жить по-другому. И в России ты можешь жить очень хорошо, очень удобно. Мне нравится, правда. Мне очень нравится. Может быть, моя идея, когда я старый, буду посол в Панама, на пенсию. в России. На пенсию. Это моя идея. То ты бы вернулся в Россию? Я думаю, да. Не знаю, когда. Может быть, через 10. То есть опыт работы твой в России, в Панаме, в Белизе, а еще в какой стране ты работал? Италия тоже. В Италии? Да. А там сколько лет? 1 год в 1 Италии, год. да. И еще были какие-то страны? Пока нет, пока только... А Вашингтон? Вашингтон, да. Вашингтон, да, тоже учил там английский язык. Я учил Вашингтон и стал в Вашингтон 1 год. Ты там тоже послом был? Да. То есть тебя туда отправили, для обучения английского, да? Да. Но в России ты был 5 лет. 5 лет. Вы за границей. Все незнакомо, все чужое. И вдруг здоровье под угрозой. Что делать? Вас не оставят одних. Росмедицина как тень, что всегда рядом. Мы организуем
срочную госпитализацию, эвакуацию, даже роды за границей. И все это в лучших клиниках Латинской Америки и России. Включите Росмедицина в страховку и получите доступ к лечению без доплат. Медицинский самолет, скорая помощь в аэропорту, врачи мирового уровня. Вы не просто пациент, вы под защитой Росмедицина. Когда здоровье – дело жизни. И вот после такого количества стран, Италия, Панама, Белиз, Америка, Россия, ты бы какую страну выделил для себя, что вот она хороша для проживания и для развития? Россия. Россия. Россия, конечно. То есть Америка нет? 100%. No, нет. Нет. А почему русские едут в Америку тогда? Я не знаю. Что там ищут? Я не знаю. Я не знаю, почему русские всегда говорят, что Америка лучше, чем Россия. Я не знаю, почему. Я жил в России, и я всегда сказал, Россия лучше, чем все страны, Европа, Америка. И я не знаю, почему люди, не только русские, латиноамериканцы тоже, любят, и они сказали, что Америка лучше. Я думаю, нет. Латинская Америка, как Россия, лучше для жить. Но если вот про Латинскую Америку, так как ты все-таки родился в Панаме, как ты считаешь, чем привлекает Латинская Америка русских? Потому что много русских тоже переезжают в Латинскую Америку. Что им не хватает в России, что они едут сюда жить? Не знаю, я думаю, это пропаганда, может быть. Да? Да, это большая реклама, которую люди думают, что там может жить лучше. Это, думаю, неправда. Ты можешь жить лучше, где ты родился. Это 100%. Где родился, там и пригодился. Конечно. Но по факту, вот когда ты работал в России, много вообще панамцев в России было? Студентов. Только Они студенты? учили, да. Нет, и панамцы, которые учили давно, да, они жили в России, и они русские и панамцы, они учили, и они живут там. Остались в России? Остались в России. И студенты, которые изучают в университете в России, не только Москва, другое место тоже. Ну, то есть Панама отправляет в Россию на обучение? Да. Есть какие-то договоренности? Да. То есть это еще с СССР договоренности? И это старые люди, которые они живут в России. Но пока только студенты. Они изучают, и когда они закончат в университет, они вернутся в Панаме. Но они бесплатно обучаются в России? Может быть, да. Может быть. Отношения между Россией и Панамой на уровне образования, то, что Россия дает бесплатное образование для панамцев. Как я ранее общался вот, и делал интервью с панамцами, в СССР, когда они учились, они, говорят, им давали бесплатно все, проживание, да, когда питание, в СССР все бесплатно. Да. Уже нет, пока Россия дает университет, и где они будут жить. Да? Общежитие. Это общежитие, да. И Панама дает, как называется это, деньги каждый месяц, которые государство. Ну да. Это, можно сказать, зарплата. Зарплата. Каждый месяц. Стипендия. Панама дает каждый месяц стипендия для студентов, которые учатся в России. Каждые 2 месяца. Не все. Ну, Панама дает это стипендия. А вот ты сейчас в Белизе работаешь, то есть по факту ты помогаешь панамцам, которые в Панаме, правильно? Ой, в Белизе. Белизе. Много здесь вообще панамцев? Нет, очень мало. Очень мало. Когда я начинаю здесь, 7 студентов изучают английский язык в Белизе. И они закончили и вернулись в Панаме. Ну, мало. Может быть, это год. А кроме студентов никого нет проживающих? Ну, нет. Нет. А помимо того, что вот именно заниматься со студентами, еще ваше посольство чем в Белизе занимается? Чем оно может помочь? Мы начинаем, это как называется, кооперация, может быть, по-английски, по-русски. Как называется кооперация? Сотрудничество. Мы начинаем это сотрудничество. То есть недавно начали? Раньше мы дали. Это уже нет. Потому что кризис,
все мира, но не только Панама, тоже Белизе. Пока не так. Может быть, через месяц, может быть, новые студенты приедут в Белизе и наоборот. Студенты Белизе, они будут учить в Панаме. То есть обмен делать? Да. И то есть сейчас ваша главная цель наладить взаимовыгодное сотрудничество? Да. Потому что раньше было, так себе, да? Да, очень мало студентов здесь. 7 или 5, это очень мало. Окей. Ну, они есть хорошая программа для студентов в Панаме, потому что, ты знаешь, в Белизе люди, они говорят по-английски и по-испански. Да. И студенты, панамские студенты, они приедут здесь и изучают хороший английский в университете Белмопан. Но программа не закончена, но нужно реформировать эту программу. Образовательную программу? Образование, да. Это нужно репрограммировать эту программу для студентов Панамы и студенты Белиз, которые они могут учить в Панаме, и студенты Панамы могут учить в Белиз. Нужно, эта программа нужно репрограммировать. Ты слышишь? Это зов древних земель. Латинская Америка шепчет сквозь тишину джунглей, шум океана и дыхание вулканов. Мы пройдем туда, где нет толп и банальных маршрутов. Там тебя ждут не просто фото, тебя ждет настоящее пробуждение чувств. Получи уникальный маршрут, личное сопровождение, комфорт как дома и полную безопасность даже в самых диких местах. Хочешь почувствовать силу мира, где правит природа и дух свободы? Смотри ссылку в описании и сделай первый шаг туда, где начинается приключение. Вот на сегодняшний день, сколько ты уже в Белизе находишься, как ты считаешь, преступность Белиза, она присутствует, есть, нет? Здесь с преступностью как более развита, чем в Панаме, либо в Панаме развита, где спокойнее жить, если вот сравнить Панама и Белиз? Ну, Белиз, ты видел Белиз, как люди, как ты можешь жить здесь. Ну, тут есть бандитизм, мафия, наркотики или нет? Здесь я не видел. Панама тоже наркотики и все. Может быть, здесь тоже есть. Я не видел, правда. Для меня это очень спокойная страна для жить. И все красиво, все хорошо. Ну, просто часто бывают случаи, когда посольство тоже владеет информацией, когда пойман там с наркотиками панамец в чужой стране, да ведь? Ну... Тогда уже посольство в курсе событий. Ну, может быть, но... Таких ситуаций не было? Я не был, и я не видел. Для меня хорошее все спокойно, много туристов здесь. Ну, все хорошо. А ты здесь видишь вообще минусы этой страны? Вот какие ты минусы видишь? Что бы ты изменил? Минус? Да, в этой стране. Что не хватает им? Ну, минус нету. Нету минусов? Ну, плюс. А какие тогда выделяешь плюсы? Ну, когда ты сказал плюс или минус, то... Нет, в любом случае в каждой стране человек озвучивает свои плюсы. Вот это плюс такой-то в этой стране, там, дешевая еда, там, да, и так плюс. далее. Нет, здесь все плюс. И какие плюсы твои? Еда хорошая, ты можешь жить спокойно, люди хорошие, добрые, добрые люди. Что рядом Мексика, рядом Панама, недалеко. Ну, Океан. Океан, хороший, красивый. Все плюс. Для меня, я думаю, Белиз плюс. 100% плюс. А ты бы рекомендовал русскоговорящим? Конечно. Переехать в Белиз, рекомендовал? Конечно. Не только Белиз, Панама тоже. Белиз, Панама, приезжайте. Белиз, первый Панама, потом Белиз. Или наоборот, Белиз, потом Панама. Но я рекомендую, правда. А чем, да? Какие преимущества русские будут иметь? Для русские очень любят море. Здесь хорошее, красивое море. Много отелей. Дорого и дешево. Как ты любишь. Если ты можешь погать, да, если ты можешь платить хороший отель, ты можешь платить хороший отель. Если ты не можешь платить не хороший отель, тоже можешь. Отель хороший, плажа, море,
пирамид, много мест, которые ты можешь гулять. Все, красивое место. Для русских, думаю, это хорошее место. А работать кем они будут? Это не знаю. Отдыхать? Я знаю, как я работаю. Не знаю, может быть, бизнесмен, может быть. Ну, открыть какой-то свой бизнес. Они нужно все бизнесмен. Предприниматель. Ага. Как, слушай, медицина. Да. Это они нужна, медицина. Здесь плохая медицина? Неплохая, ну, как называется, медикамент по-русски? Не знаю. Фармацевт. Фармацевт, да, это тоже нужно. Развивать бизнес. Да, ага. Они, может быть, приедут в Белиз и сказали, хорошо, мы будем помогать в медицине, мы будем строить новые здания, мы будем, мясо будет хорошее. Сельское хозяйство. Да. Это, думаю, нужно, потому что это маленькая страна. Ну, они живут нормально, они живут хорошо. Да, все спокойно. И я не знаю, если они хотят, это новая ситуация. Вот, я думаю, я как дипломат, и смотрю, каждый день читаю, и смотрю экономия, Белиз. Ну, нужно чуть-чуть, да. Новый бизнесмен, который приедет в Белиз и сказали, хорошо, мы будем делать этот проект, 3 или 24 проект, большой проект, который люди могут работать каждый день. Рабочие места Рабочие создать. места, да. Но, окей, почему, скажи, тогда сюда не заходят сетевые магазины там, и сетевые быстров, ресторан, там, Макдональдс, KFC? Почему здесь? Хорошо, как Россия. Они не нужны это. Почему здесь их нету? Спасибо, нету. Хорошо. Нет, они не нужны это. Когда они хотят есть Макдональдс, они будут в Четомаль. Четомаль это место рядом Белиз. Это на границе Мексика и Белиз. Они будут там, есть Макдональдс и вернуться. В Белиз не нужно. Спасибо. Так хорошо, как Россия. Свое, да? Да. Поэтому я люблю Белиз. Потому что ты не можешь смотреть ни KFC, ни Макдональдс, ничего. Да. Окей. Национальная еда. Хорошая. И какая национальная еда Белиза? Это рис и Фасоль. скоком. Да. Рис, фасоль. Рис, фасоль тоже. Мясо, курица, салат. Но Рыба. рыба у них как-то... Но рыбы здесь нет. Сегодня нет. Ну, рыба есть, все места. Окей. А у тебя дети есть? Есть. Они в садик ходят? Нет. Нет? Панама. В Панаме. У тебя опыта с садиком здесь еще нет? Ну, то есть здесь вообще как садики существуют, школы, как работают здесь? Он маленький, очень маленький. Маленький. Нет, школы нет, пока нет. Потом. А с медициной, ну, соответственно, у тебя страховка. Да, у меня есть страховка, и когда я, не знаю, нужно брать или, не знаю, буду в Четомаль или Белиз, или когда буду в Панаме. Тут скорая помощь вообще есть? Есть. Они приезжают? Да, Потому что да. многие говорят, что тут нет скорой помощи, они сами едут все. Как Панама. Как в Панаме много машин скорой помощи. Ну да. И частных служб Ну, много. потому что больница недалеко, где я живу, не знаю. Ну, скорая помощь работает здесь. И я видел. Они работают. Вопросы остаются без ответов, а может ты просто не задал их вслух? Загляни в комментарии и напиши. Возможно, именно твой вопрос откроет новую тему в следующем подкасте с теми, кто живет в Латинской Америке. Хочешь знать больше? Будь ближе. Подпишись и включи уведомления.